Глядя на фанатичных приверженцев политической деятельности, я осознал, что политика тоже является одним из видов религиозного сектантства, которое к тому же проявляется и в патриотизме. Рассудите сами, ведь прежде всего нужно веровать в своего политического избранника и его идеи. А также в политике есть свои конфессии, партии и доктрины, идеологии. Есть свои святые и великомученики, праведники и ханжи, догмы и ереси, апостолы и пророки, проповедники и последователи. Политика для очень многих стала основной религией, а вера политикам и их обещаниям превзошла веру в Бога и Его Слово. Сторонники политических сект совершают свой ежедневный намаз в просмотре новостей, распространяют их идеологическое Евангелие, любят отстаивать свою правоту и унижать инаковерующих. А некоторые идут даже дальше и готовы буквально убивать всех неверных, которые противоречат взглядам их политического лидера или угрожают ему. Ведь их к этому обязывает их святая книга, именуемая Конституция. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Замечали ли вы, что все политические предвыборные кампании сводятся только к одному – завоевать веру и доверие избирателя? Ведь только после этого он сможет стать частью их политической конфессии. Политические лидеры сражаются именно за вашу веру и доверие, но полностью доверять мы можем только Иисусу Христу, ведь Бог верен, а всякий человек лжив. придя на землю, Христос открыл истинную реальность. И только Он может вывести людей из той навязанной, лживой реальности, в которой они пребывают. Для этого нужно лишь ваше согласие и живая вера. Иисус принес несравненно лучшую альтернативу всем светским идеологиям и политическим попыткам построить идеальное общество со законопослушными гражданами. Он создал свою церковь. Невозможно построить более лучшее общество в несовершенном мире, чем то, каковым является истинная церковь Иисуса Христа. Ведь только Он может избавить людей от грехов и даровать новое сердце. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Только Иисус примиряет нас с Богом и возвращает под Его руководство. Он делает нас гражданами Небесного Царства, которое лишь временно проживает на этой грешной земле. А Он заповедовал им, говоря: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой». И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя, и сказал: «Вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами. Сыновей ваших он возьмет и приставит их к колесницам своим, и сделает всадниками своими, и будут они бегать пред колесницами его. И поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятниками, и чтобы они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие, и колесничный прибор его. И дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы. И поля ваши, и виноградные и масличные сады ваши лучшие возьмет, и отдаст слугам своим. И от посевов ваших, и из виноградных садов ваших возьмет 10-ю часть, и отдаст евнухам своим и слугам своим. И рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела. От мелкого скота вашего возьмет 10-ю часть, и сами вы будете ему рабами. И восстенаете тогда царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда». Но народ не согласился послушаться голоса Самуила и сказал: «Нет, пусть царь будет над нами, и мы будем как прочие народы. Будет судить нас царь наш, и ходить пред нами, и вести войны наши». И выслушал Самуил все слова народа и пересказал их вслух Господа. «А вы теперь отвергли Бога вашего, который спасает вас от всех бедствий ваших и скорбей ваших, и сказали ему: царя поставь над нами.